Спасла мужа из тюрьмы и стала звездой Парижа. Скандалы, романы и миллионные картины Тамары Лемпицкой. Кто же такая баронесса с кистью и как польская бунтарка покорила Париж, Америку и сердце барона? Тамара Лемпицкий – одна из самых ярких независимых художниц 20 века. Ее искусство, жизнь и легенды о ней полны скандалов и красоты в стиле ар-деко. В этом видео вы узнаете невероятную биографию женщины, ставшей иконой эпохи, от Санкт-Петербурга до мексиканского вулкана. Тамара Лемпицкая, при рождении Мария Борисова Гурвич-Гурская, родилась 16 мая 1898 года в Варшаве. Польская художница, в свое время невероятно популярная во Франции и Соединенных Штатах. Всемирную известность она приобрела благодаря необычным портретам представителей высшего общества, выполненным в стиле ар-деко, а также стилизованными изображениями обнаженной натуры. Будущая художница появилась на свет в Варшаве. Интерес к живописи у Марии возник в 10-летнем возрасте. Ее мать заказала местному художнику портрет дочери. Марии настолько не понравился результат, что она решила сама попробовать себя в качестве художника, нарисовав портрет сестры. Таким образом, на свет появилась ее первая работа. В 1911 году родители отправили Марию учиться в закрытую школу в Лозанне. Но ей быстро надоело, и она, прикинувшись больной, вернулась домой. После развода родителей в 1912 году Мария решает уехать в Санкт-Петербург пожить у тети. И там, в 1915 году, знакомится со своим будущим мужем Тадеушем Лемпицким, польским юристом. Они поженились в 1916 году, а вскоре родилась их дочь Мария Кристина. Семейная идиллия продлилась недолго. После Октябрьской революции в 1917 году Тадеуш оказался в тюрьме. Мария с трудом отыскала его и при участии шведского консула добилась его освобождения. Семья уехала в Копенгаген, затем в Лондон и, наконец, в Париж, где она и решает поселиться, но вскоре сталкиваются с финансовыми проблемами. Мария решает заняться живописью. Она меняет имя на более звучное, по ее мнению, Тамара. Она училась у Мориса Дени, а затем у Андре Лота, чье влияние особенно сказалось на ее манере. Смесь геометричности, позднего кубизма и неоклассицизма. Среди ее вдохновителей были также Жан-Агюст Доминик Энгер. Сначала она писала натюрморты и портреты дочери, продавая их через галерею Колет Вейл. Так начался ее путь в парижский арт-бомонд. Успех пришел в 1925 году на международной выставке декоративного и промышленного искусства. Именно та экспозиция дала имя стилю ар-деко. Ее работы заметили модные издания, такие как Harper's Bazaar, а вскоре состоялась и первая персональная выставка в Милане. За 6 месяцев Лемпицкая создала 28 новых картин. В Италии она завела роман с маркизом Сами Пиченарди и пыталась завоевать внимание знаменитого Габриэля Дануцио, но безуспешно. Он был больше заинтересован в ней как в женщине и не видел в ней творческую личность. В 1928 году Тамара развелась с Тадеушем и решает начать новый этап в жизни. Она встретила Рауля Куфнера, австро-венгерского барона, коллекционера, заказавшего у нее портрет своей любовницы, танцовщицы Наны де Эррере. Картина получилась не слишком лестной, зато между художницей и бароном завязался роман. Вскоре она заняла место прежней фаворитки. В 1929 году Лемпицкая написала одну из своих самых известных картин «Автопортрет в зеленом Бугатти», где изобразила себя за рулем гоночного автомобиля в кожаном шлеме и с загадочным взглядом. Этот образ мгновенно стал символом женской независимости и гламура. Забавно, что на самом деле она ездила не на Бугатти, а на скромном желтом Рено, который однажды даже угнали, пока она проводила время в компании друзей в кафе на Монпарнасе. После смерти жены барона в 1933 году Тамара вышла за него замуж в 1934 году. Увидев растущую угрозу со стороны нацистов, она убедила мужа распродать собственность в Венгрии и перевести активы в Швейцарию. А когда в 1939 году началась война, пара решает уехать в США.
В Америке Лимпицка продолжает писать, участвует в выставках, но публика встретила ее работы с прохладцей. В 1961 году Рауль умер от инфаркта на борту лайнера, направлявшегося в Нью-Йорк. Вдовствующая баронесса продала часть своего имущества и отправилась в путешествие вокруг света. В 1963 году она переехала в Хьюстон, чтобы быть ближе к дочери Марии Кристине Кизете. Карьера профессиональной художницы на этом завершилась. Лимпицкая лишь перерисовывала свои старые работы. Например, она дважды переписала свой знаменитый автопортрет, создавая автопортрет 2 и автопортрет 3 в 70-х годах. Одна из версий была продана, а другая до конца жизни висела у нее дома. Ее последняя работа – четвертая версия картины «Святой Антоний». В 1974 году она перебралась в Мексику, в Куэрнаваку. После смерти мужа в 1979 году туда же переехала и Кизетта, чтобы ухаживать за Тамарой. В марте 80-го года Лимпицкая скончалась во сне. Согласно ее последней воле, прах художницы был развеян над кратером мексиканского вулкана Попокатепетль. Довольно эффектно, как и вся ее жизнь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.